Дын-дын-дын. Так, новости севухи. Очень интересно. Дын-дын-дын-дын. Это что, больница? Перемены радуют... Перемены что? Ёлик! У нас перемены! У нас прогресс в севухе! Перемены радуют! Всем привет, и мы на месте. Мы приехали в Руднянскую ЦРБ, и меня всю дорогу мучил вопрос, какие еще перемены возможны в нашей монолизе отечественной медицины. Даже не моно у нас, стереолиза. Давайте посмотрим, что же, какие плюсы применяются в нашем здравоохранении. В нашей больнице практикуется программа «Безбарьерная среда». То есть, вот эти вот все устаревшие заборы, они демонтируются, потому что это не нужно. Нужно, чтобы со всех сторон был доступ к медицине. Плюс отсутствие заборов упрощает у нас контроль за черными лесорубами. Программа оздоровления в нашей больнице включает в себе уникальную систему путешествий. При обращении в ЦРБ с любым недугом вам идеально подбирают место для его излечения. Так, например, чтобы вылечить зубы, вам, скорее всего, придется ехать в Елань. Чтобы вылечить свои глаза, вам придется обращаться в город Саратов. Печень, скорее всего, вам выдадут направление в Бангладеш. Если вам предстоит лечение желудка, то, скорее всего, это Босния и Герцеговина. Штанишки. Продолжай. Путешествия в нашей больнице осуществляются посредством элитного такси, которое находится у меня за спиной. Это в основном УАЗик 65-го года разработки с мигалкой, вибромассажем посредством прессорной подвески. И элитным это такси называется не из-за высоких цен на поездку, а из-за высочайшего уровня комфорта, который оно предоставляет для своих пассажиров. Например, поездка из Камышина на таком такси обойдется вам всего в 5000 рублей, что на фоне высочайших доходов населения покажутся вам мизерными тратами. В связи с полным отсутствием смертности в районе был ликвидирован Руднянский морг. И сейчас больница предоставляет уникальную программу путешествий после смерти, так как после смерти, если какой-то залетный гражданин, так как жители Руднянского района у нас не умирают, то если приезжий гражданин покончит жизнь самоубийством в нашем благополучном районе, ему предстоит увлекательное путешествие до морга города Жирновск, где его примут За своего. Котельная больница, которая располагается у меня за спиной, отлично выполняет свои функции и принимает немаловажную роль в участии процесса оздоровления, так как закаливает пациентов по системе Порфирия Иванова с холодным душем и периодическими колебаниями уровня температуры в палате. Фасад больницы, который находится у меня за спиной, хоть и слабо вяжется со словом здоровье, но не выполняет немаловажную роль в нашем здравоохранении, так как на подъезде больницы уже происходит фильтрация различных симулянтов, которые выдумывают непонятные диагнозы своей болезни, излечивают заболевания на начальной стадии, потому что происходит активация иммунитета с единственной целью выжить и вернуться домой. Среди оборудования, которое доступно пациентам нашей больницы, имеются кровати с уникальной системой щит. Щит. Данная система позволяет пациенту выбрать из двух режимов отдыха. Комфортный, когда ты прогибаешься до пола на старых пружинах, либо хард. Хард помогает быстрее излечиться, поправляет осанку. Возможно, вы слышали о терапии, когда маленькие больные дети плавают в бассейне с дельфинами. И благодаря общению с этими чудесными животными, они выздоравливают намного быстрее. Так вот, наша больница переняла этот чудесный опыт. И у нас есть терапия, хоть не с дельфинами, но с не менее прекрасными созданиями, в простонародье именуемыми тараканами. Когда ты спишь здоровым сном и чувствуешь, как легкими касаниями таракан лезет по твоим губам, твой иммунитет подскакивает до небес. И выздоровление происходит не намного быстрее, а в ту же минуту. В связи с ужесточением контроля за численностью настоящих коренных руднян было закрыто родильное отделение. И теперь беременные женщины тоже включены в программу путешествий, их направляют в Волжский, Камышин и другие близлежащие города. В связи с полной победой над болезнями сердца в Руднянском районе был закрыт кардиологический отдел нашей больницы. И теперь пациенты
опять же, приезжие пациенты, потому что жители Руднянского района не страдают данным недугом. Приезжие пациенты, которые обращаются в больницу за помощью по каким-то сердечно-сосудистым заболеваниям, будут включены в программу путешествий и, скорее всего, получат увлекательную путевку в Волгоград, либо в Саратов, либо еще в какой-то ебать какой далекий, сука, нахуй город. В связи с недостижимо высоким уровнем жизни работников данного учреждения, зарплата имеет второстепенный характер, как и пенсия, и поэтому ее скромный размер никого не пугает. На этом мы заканчиваем выпуск третьей части социалки, потому что за время съемок самочувствие мое и оператора очень сильно ухудшилось. И если мы останемся здесь еще хоть ненадолго, то мы рискуем стать пациентами этой больницы. Ну и в завершении этого видео я хотел бы рассказать про один призабавнейший случай, который со мной произошел. В июне 2019 года одна из моих покатушек закончилась неудачным прыжком с переворотом через руль и последующим визитом в райбольницу, куда друган привез меня с адской болью в правой части туловища и гематомой во всю спину. При упоминании про мотоцикл и аварию дежурный врач стал разговаривать так, как будто я ему должен денег. Заявил, что тут мне помогать никто не будет, так как у них инструкция направлять после ДТП в Камышин. На мою просьбу сделать хотя бы рентген, чтобы убедиться, что у меня нет внутреннего кровотечения, что у меня не повреждены никакие органы, врач сказал, что сегодня суббота, то есть выходной, следовательно, ко мне никто не приедет. Все дальнейшее оказание медпомощи свелось к подсовыванию мне заявления об отказе от госпитализации. Так как от госпитализации я отказался, потому что ехать за 200 километров в этот Камышин на рентген мне показалось очень херовой затеей, ведь тряска в машине вызывала у меня офигеть какие болезненные ощущения. В заявлении об отказе от госпитализации прописано, что пациент претензий к ЦРБ в случае чего не имеет, и подписание этой бумажки полностью снимает с врачей ответственность. Но к тому времени я уже понял, что ждать помощи в больнице не стоит, друг загрузил меня в машину, и мы покинули это душевное заведение. Мораль этой душещипательной истории такова. Наше село – территория сильных и здоровых людей. А если вы не из их числа, то медицинскую помощь вы, возможно, получите за 200 гребаных километров отсюда. Всем пока. Желаю не попадать в такие ситуации. И как говорят в одной передаче на Первом канале, берегите себя и своих близких.